Всем привет! Это программа «Линии соприкосновения». Актуальная тема на канале CivilNet, которая периодически поочередно выходит на каналах CivilNet и Пресс-Клаб ТВ. Программа подготовлена при взаимодействии с Ереванским и Бакинским пресс-клубами. И, собственно, сегодня мы поговорим с почетным председателем Ереванского пресс-клуба с Борисом Навасардяном и председателем Бакинского пресс-клуба Арифом Алиевым. Приветствую вас, господа. Спасибо, что подключились. Тема нашего разговора – это диалог. Тем, чем мы занимаемся с вами по вашей инициативе уже 1,5 года. И мы будем с вами попытаемся подвести некоторые итоги и понять, насколько эффективным была и остается данная инициатива, насколько он влиятелен, насколько она влиятельна в этом плане, в плане достижения до своей аудитории. И в целом, что удалось, что не удалось. Господин Алиев, это 101-я передача. И мы в этом плане перевалили определенный рубеж. И скажите, пожалуйста, как вы оцениваете в целом инициативу? За 1,5 года что получилось, а что нет? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны вернуться к точке отсчета, то есть с того, с чего начинали. Именно эту передачу я имею в виду. Начинаний было много. Это ноябрь 23 года, если вы помните, очень сложный период. Я бы не сказал, что сейчас период сегодня по сложности далеко ушел, но взаимоотношения были очень напряженные, вплоть до того, что язык общения, форма обсуждения совершенно, я считаю, что было неподходящим. Ведь что главное для решения проблем? Ведь проблемы начинаются решаться тогда, когда ты находишь правильную форму обсуждения этой проблемы. И вот к чему мы шли, что мы старались изменить форму обсуждения, изменить тон обсуждения. Я думаю, что в большей мере это нам удалось. Если мы посмотрим сегодня то, как обсуждается проблема между Арменией и Азербайджаном, это в значительной мере отличается от той формы общения, которые были 1,5-2 года тому назад. Конечно, это, еще раз подчеркиваю, что это не нахождение уже решения проблем, но это нас сильно приближает. Я вспомнил ноябрь, месяц, о котором следовал декабрь. Если вы помните, буквально каждый год нам говорили, что в декабре будет найдено решение проблемы. В декабре будет заключение какого-то документа, и каждый раз мы разводили в декабре руками. В конце года будет прорыв, да. Сегодня тоже уже звучат заявления, что к декабрю ожидается подписание мирного документа в форме. И я думаю, что это выглядит намного реалистичнее. За этот период у нас в эфире было более 80 экспертов. Мы обсуждали совершенно разные темы. Конечно, больше политические и не отходили даже от самых остров, будь то судьба людей, которые в заключении в Баку, будь то подписание мирного договора, от этих проблем до проблем искусства, до проблем водоснабжения. То есть спектр был очень большой. И я скажу, что за эти 100 передач, сегодня 101-я, за эти 100 передач не было ни одного случая, когда бы мы могли чего-то опасаться, чего-то бояться, что мы переходим какие-то рамки профессиональной этики. И вот это я считаю, что является для нас важным
важным итогом, самым важным итогом, что мы нашли этот тон и, может быть, даже предложили многим другим нашим коллегам, потому что, я не знаю, к радости или к нашему сожалению, но передачи в таком формате, где присутствуют не только, скажем, азербайджанские эксперты и армянские эксперты, каждый сам говорит, сам слышит, а обсуждает проблемы и обсуждает нормальным тоном, с нормальным подходом, их становится все больше. Хорошо, понятно. Господин Навасардян, вам слово об инициативе, об Я успехах. коротко, может быть, по пунктам. Что получилось? Получилась регулярность, да? Как вы знаете, мы четко 2 раза в неделю выходим в эфир по 2 рубриками. Линия соприкосновения – актуальная тема, как сегодня, и линия соприкосновения – события недели. Это, я думаю, большое достижение с учетом сложности той задачи, которую мы перед собой ставили. Второе успешное достижение – это то, о чем уже говорил Ариф, это то, что мы нашли правильную тональность разговора между гостями нашей телепередачи, между собеседниками. Что не получилось, это прежде всего, я думаю, дефицит лиц, которых мы вовлекаем. Хотя их было больше 80 с 2 сторон, но я думаю, что мы бы хотели, чтобы новых лиц было больше. И здесь я небольшой, может быть, наш командный секрет раскрою. Те 2 рубрики, которые мы используем, мы внутри в команде всегда говорим, что одна есть легкая рубрика, одна есть сложная рубрика. Легкая рубрика – это та, где постоянно присутствуют одни и те же эксперты. То есть это линия соприкосновения, события недели. И сложная рубрика – это та, которая вот и сегодня выходит в эфир. Это актуальная тема, где мы каждый раз должны находить адекватных участников, которые способны вести разговор в том духе, который мы наметили. Да? То есть совместно искать решения в противоречиях, которые есть между 2 странами. И именно здесь основная сложность, и нам, видимо, надо еще очень много поработать над тем, чтобы и наша аудитория видела больше новых лиц и убеждалась в том, что не какой-то узкий круг армянских и азербайджанских экспертов, представителей общественности могут обсуждать в спокойном русле проблемы, а это присуще нашим обществам. Поэтому я думаю, что наша общественность, и в частности ее активная часть, должны расти вместе с нашей передачей. И я думаю, что мы друг другу таким образом будем помогать. Ну, помимо того, что получилась какая-то вот поочередность стабильная в этом плане, также получилось, можно сказать, судя по отзывам и просмотрам, определенный стабильная аудитория, которая формировалась вокруг этих передач. И мы вот по просмотрам именно в YouTube это понимаем хотя бы на площадке CivilNet. Насколько в этом плане вот созвучными были контент передач официальному процессу армяно-азербайджанского регулирования? Были ли моменты, по вашему мнению, что мы не отреагировали, не посчитали достаточно важными, но потом они оказались важными? Что-то мы упустили в этом плане или нет, господин Алиев? Нет, тем, которых мы не касались, которых мы опасались. Мы отличаемся, наверное, не тем, что пропускаем какие-то темы, да, говорим только таким по мирным темам. Мы отличаемся тем, что говорим иным тоном, говорим, обсуждаем в иной форме. Несколько раз мы сталкивались, сами ставили себе эти вопросы, и вообще, когда даже называли эту передачу «Линия соприкосновения», некоторые нам говорили, что это неудачное название, потому что это слово заражено, оно имеет больше какое-то отрицательное значение. Линия соприкосновения всегда воспринимается, это линия, где соприкасаются войска, готовые стрелять друг в друга. Да? Но я думаю, что как раз это то, к чему мы стремимся, изменить вот подход
к этой теме и сформировать ситуацию, когда линия соприкосновения – это линия соприкосновения идей, попыток нахождения общих подходов и вообще попыток нахождения решений проблемы, компромиссов и так далее. Поэтому нет, мы никогда не ставили этой цели перед собой, чтобы говорить только о очень спокойных темах, мирных темах, и не опасались этого, потому что я думаю, что мы нашли тот тон. И, кстати, я хочу сказать, что мы замечаем, что последнее время даже взаимоотношения на официальном уровне происходит быстрее, общение происходит живее, чем это было раньше. И такое впечатление, что на других уровнях тоже именно находится тот тон общения, тот подход, то желание понимать позицию другой стороны, которая позволяет быстрее решить вот эти проблемы. Господин Навасардян, насколько мы созвучны были армяно-азербайджанскому официальному переговорному процессу? Ну, я думаю, что тот диалог, который происходит на нашей совместной площадке, я имею в виду и два пресс-клуба, и телеканалы Сивилнет, и пресс-клаб ТВ, это то, что мы все-таки на полшага или иногда на целый шаг были впереди официального процесса. Я не хочу сказать, что нас очень внимательно слушали руководители наших государств и потом пытались добиться тех же результатов, которых добивались наши участники диалога. Но я думаю, скорее здесь можно говорить о том, что наши коллеги, которые участвовали в передачах, они очень правильно улавливали тенденции. И эти тенденции потом проявлялись в переговорах на официальном уровне. И я, естественно, не буду говорить обо всем, что произошло за эти 1,5 года, но если возьмем последний месяц-два, то, о чем говорилось в наших передачах и потом перешло на уровень официальных переговоров или официальных отношений, это следующее. Во-первых, я думаю, очень неожиданно для многих, и Армения, и Азербайджан перестали использовать свои, скажем, напряженные отношения или напряженные отношения той или иной стороны с Россией для достижения своих целей. Да, мы сегодня видим, что наоборот есть даже какая-то поддержка в проблемах в отношениях между Азербайджаном и Россией, между Арменией и Россией в другой стране. Это, я думаю, огромное достижение. Мы, конечно, не можем быть на 100% уверены, что эта тенденция продолжится, но сейчас она очевидным образом наблюдается. А второй момент – это отношения Армении и Азербайджана, скажем, с коллективным Западом, собирательным Западом или, в частности, с Европой. Вот буквально начиная с последних 2 визитов верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Каи Каллас в Баку, а потом в Ереван, я бы не вспомнил в предыдущие годы ситуацию, когда в другой стране не критиковали бы этот визит и его содержание. А вот в последнее время мы четко видим, что и визит Каи Каллас в Баку, и визит Каи Каллас в Ереван в другой стране, в другой столице воспринимались абсолютно спокойно. И даже если взять последний визит Никола Пашиняна в Брюссель, где говорилось о сотрудничестве Европейского Союза и Армении, в том числе сотрудничество в сфере безопасности, даже этот визит и его содержание не вызвали какое-то недовольство в Баку, что является также очень важным, я думаю, достижением между двумя странами, говорящим о формировании какой-то атмосферы доверия друг к другу, в том смысле, что никто не держит камень за пазухой и на самом деле хочет совместного решения существующих проблем. Опять же, я не могу утверждать, что эта тенденция носит константный характер, но не заметить это, я думаю, было бы неверно с нашей стороны. И, наконец, еще один момент, который, может быть, я рассматриваю немного субъективно.
Это фокус на то, также в официальных переговорах, что является непосредственно связанным с жизнью, с практикой отношений между двумя странами. Это фокус не на каких-то деталях документа, который, может быть, будет подписан или парафирован, или даже если этот процесс затянется, но если фокус будет на конкретных делах, на таких как делимитация границы между Арменией и Азербайджаном и открытие коммуникаций. Да, это именно те сферы, где может быть взаимодействие между гражданами и институтами двух стран, а это взаимодействие, оно, безусловно, крепче связывает бывшие конфликтующие стороны друг с другом или и ныне конфликтующие, остается куча проблем, где мы не находим общего языка, да, чем любые подписанные громогласные заявления или пункты договора. И я сделаю даже, может быть, смелое такое заявление, что мне бы хотелось скорее, чтобы между, хотя эта параллель приводится многими, чтобы отношения между Арменией и Азербайджаном больше походили на отношения между Советским Союзом в свое время и Японией, когда мирного договора не существовало, но стороны взаимодействовали друг с другом во всех сферах. Более того, общества двух стран испытывали даже симпатию друг к другу. Сравнение, безусловно, любое хромает, но мне кажется, что такие отношения важнее, чем подписанный мирный договор, хотя, естественно, мирный договор только скрепляет такие отношения. Но отношения должны формироваться. Именно поэтому, скажем, ситуация, когда мы знаем, что на границе, пока что еще не делимитированной между Арменией и Азербайджаном, есть участки, где угодья двух сел, они буквально соприкасаются друг с другом, находятся в метре друг от друга. И абсолютно ненормальная ситуация, когда там нет какого-либо взаимодействия и какого-то общения. И не обязательно делимитация, как это было, скажем, весной прошлого года, должна означать воздвижение стен между двумя странами. Иногда, может быть, лучше стен защищают стабильность в отношениях, когда соседние села взаимодействуют, общаются друг с другом, может быть, даже занимаются совместной торговлей. Так что вот эти вот тенденции, которые, я думаю, во многих наших передачах проявлялись, причем не только посвященные политике, они постепенно будут переходить также на официальный уровень и способствовать решению существующих проблем. Мой вопрос прямо вытекает из ваших слов, господин Навасардян, по поводу того, что мы уже не так нервно, Ереван и Баку нервно реагируем на те или иные визиты, или проблемы Армении с Москвой не используются в Баку, проблемы Баку с Москвой не используются в Ереване. И в целом они не воспринимают это все через призму игры с нулевой суммой. В этом плане, что для Баку плохо, для Еревана хорошо и наоборот. Да? Это признаком чего является? Зрелости, что мы начали, стали такими, созрели, так скажем, для диалога и для мира, для переговоров. Или это... И в обществе я, в принципе, то же самое сейчас наблюдаю. Не такие резкие выпады в адрес друг друга в этом плане, как тогда было. Или это вот признак, я не знаю, индифферентности, что ли. Нас стало меньше волновать, что думает сосед и чем занимается сосед. Я думаю, это прежде всего следствие того, что диалог на официальном уровне перешел в двусторонний формат. Это не значит, что какие-то третьи стороны абсолютно никакого участия в этом принимают. Они свободны, я думаю, мы будем только приветствовать любые интересные предложения, как мы дальше должны развивать отношения друг с другом. Но то, что впервые, может быть, за всю историю конфликта приходит осознание того, что свои проблемы, свои беды мы должны преодолевать сами. То есть повысился уровень ответственности, я полагаю, за исход всего процесса.
И когда повышается уровень ответственности, на второй план уходят какие-то мелкие второстепенные вопросы. И главным становится то, что Азербайджан и Армения соседи. Азербайджан и Армения находятся в регионе, который приобретает сегодня серьезное геополитическое значение, и что воспользоваться этим можно только применяя совместные усилия. Вот это понимание приходит, оно прошло через тяжелые испытания, как в самом конфликте армяно-азербайджанском, так и с тем, что происходит вокруг нас. Да, Россия и Украина, Иран и Израиль. Все это настолько близко между нами происходило, что огонь вполне мог перекинуться и на наш регион. И вот понимание того, что надо какие-то меры, которые будут ограждать нас от этого пламени, применять, и что это меры только те, которые будут обеспечивать взаимодействие, вот это понимание, я думаю, подвигло стороны к тому, что надо именно в двухстороннем формате решать проблемы. Опять же, все это не значит, что все решено, все будет дальше идти по накатанной. Понятно, что еще много вызовов будет как извне, так и в отношениях между Баку и Ереваном. Но мы опять же говорим, или можем себе позволить говорить о тенденциях. А тенденции, я думаю, именно такие, как я попробовал их описать. Хорошо. Господин Алиев, вам слово. Аршалус, я думаю, тут две вещи. Первое, вернусь к тому, с чего начинал, меняется подход к решениям проблем. В течение почти 30 лет в Азербайджане был очень популярным тезис о том, что Армения является сателлитом России, и вот то, что Армения во всем подчиняется воле России, это мешает решению наших проблем и так далее. Но когда Армения начала отдаляться от России, это вызывало первое время, это вызывало больше иронии, какие-то средства массовой информации с издевкой больше писали об этом, чего не происходит уже за последние, как минимум, несколько месяцев. То есть напряженность в отношениях с Россией Азербайджана не становится предметом, скажем, для издевательств и для иронии в Армении, и наоборот. В Азербайджане есть общее понимание, что этот процесс выгодно и как Азербайджану, так и Армении. Это совсем уже другой подход, отличный от предыдущих форм, подход к самим проблемам. И второе, конечно, понимание интересов самих государств, понимание того, что экономика – это очень важно. Речь идет об очень больших средствах, речь идет об очень больших выгодах, к которым можно выйти, только установив мирный режим, только работая в режиме региона. И тогда ценность этих стран и для всего мира серьезно возрастает, и возможность этих стран строить свою жизнь, создать нормальные условия жизни для собственных народов многократно увеличивается. Вот понимание этого, я думаю, что и научились считать, и правильно посчитывать все это. Это толкает две страны к такому поведению, свидетелями которого мы становимся. То есть и политические, и экономические составляющие диктуют вот такой образ поведения. Аршалыч, если позволишь, я еще Да, один конечно. такой, может быть, яркий пример приведу. Вот всего 2-3 года назад можно там полистать интернет, можно посмотреть какие-то видео, а мы найдем огромное количество фактов, когда, скажем, Азербайджан, используя это грубое слово, стучал на Армению в Москву, что вот смотрите, Армения уходит на Запад, и стучал в Брюссель и Вашингтон о том, что смотрите, Армения на самом деле вас обманывает, и она
укрепляет сотрудничество с Россией. Буквально зеркальная картина и в том, как оценивали внешнюю политику Азербайджана в самой Армении. Вот в последнее время мы этого не видим, слава богу, не стучим друг на друга. И полагаю, что если эта тенденция продолжится, то мы будем иметь очень хороший фон на самом деле для переговоров по самым разным вопросам. Совершенно согласен. Это Уже не маленькие стучим шажки, друг может на быть, друга, это даже уже хорошо. незаметно со стороны для многих, но они приводят к очень серьезным результатам. С одной стороны, и с другой стороны сами являются результатами очень серьезных изменений. Да, конечно. Я думаю, именно этот тон вот в наших передачах, он, я думаю, тоже сыграл, может быть, какую-то роль. Мы в наших передачах друг на друга не стучали никогда, если я правильно помню. Да, как ведущий этих передач могу сказать, что центральной линией наших передач было то, чтобы как-то находить какие-то общие решения для одних и тех же проблем, конечно, не уходя от острых углов, затрагивая те или обсуждая те или иные вопросы. Итак, по поводу перспективы инициативы. Что в будущем? Что ожидает нас в этом плане, в плане инициативы двух пресс-клубов? Господин Алиев. Вот сейчас в Стамбуле проходит международная выставка оборонной промышленности, да, и 2025. Я вчера прочитал, что там 113 делегаций с 99 стран, государств мира. Такого не сравнишь. И 120 тысяч участников, только участников, прямых участников. Не говоря еще о посетителях и так далее. Оборонной промышленности. Такого никакая мирная конференция, количество участников, количество стран не видела. Там копы никакие не сравнятся с этим интересом, с этим участием. То есть мир продолжает где-то сходить с ума. Сегодня я даже увидел, что, по-моему, Камбоджа с Таиландом теперь начали, да, военные действия. Некоторые обозначил тут в своем выступлении Борис о том, российско-украинская война, израильская с Сирией, израильская с Палестиной, Индия с Пакистаном и так далее. И в этой атмосфере очень сложно сохранить стабильность в нашем регионе. И это задача, но это задача, которая требует нам изменить свое поведение тоже. Я когда отмечал, что мы замечаем некоторые изменения в поведении даже на официальном уровне, я думаю, что все это очень серьезно влияет на выбор вот такой формы поведения. Я думаю, что когда мы, думая о том, в каком направлении будем двигаться дальше, будем исходить именно из-за этого. В этом сумасшедшем мире попытаться помочь сохранить стабильность в нашем регионе, попытаться помочь начать сотрудничество, реальное сотрудничество. Это очень связано, вот этот вопрос с тем вопросом, который прозвучал до этого. Мы когда говорили об утерянных возможностях, о экономических и так далее, я хочу просто привести пример, что пока мы спорим, скажем, о том, в какой форме и как нам решить с Зангезурской дорогой, теряются очень большие выгоды, теряются геополитические какие-то выгоды, которые мы можем иметь от решения этих проблем. Мы дойдем до этого через 2 года, но то, что мы потеряем за эти 2 года, это уже вряд ли вернешь. Если, конечно, интерес за этот период не уменьшится, если не произойдут
какие-то другие глобальные изменения, которые откроют иные пути. Поэтому это историческая возможность, какие-то исторические шансы, упустив которых мы вряд ли уже их сможем вернуть. Вот общий, скажем, подход к тому, как мы хотим двигаться дальше. И второй подход – это то, что Борис сказал. Мы стараемся всегда быть на шаг, на полшага впереди от того реального процесса, который происходит сейчас на Земле. Поэтому мы думаем, что мы расширим и нашу программу, мы найдем новую форму, как это представить для общества. Об этом, наверное, Борис скажет. Я не хочу все, скажем, раскрыть. Но не только в этом направлении мы будем двигаться. Мы думаем о более активном использовании культуры вообще в нашем процессе, не только в программах. Подключение людей, культуры общественных деятелей, не только политиков, к этому процессу. Мы думаем о том, что придумать формы и освоить эти формы влияния и на то, как Европа относится к нашему региону и в какой форме с нами работает. Поэтому у нас есть уже прямые контакты, каналы информации с европейскими организациями. Ведь многое из того, что они здесь делают, тоже не находит отклика здесь на местах. Ни в Азербайджане, ни в Армении не воспринимается, потому что это не всегда правильный подход. Очень часто, не понимая регион или пытаясь сделать просто хорошее, наоборот, они мешают процессу. Мы неоднократно становились свидетелями этого, в результате чего упускались определенные возможности. И вот основные моменты, может быть, полуфилософские, полутеоретические, такие фундаментальные основы, с которыми мы подходим к тому, что мы будем делать дальше. Но конкретно, наверное, оставлю уже Борису рассказывать о том, что мы собираемся в скором времени делать. Хорошо. Господин Навасардян, в каком направлении будете двигаться? Если говорить о технической стороне вопроса, то, во-первых, мы дадим отдохнуть от себя нашей аудитории примерно месяц-полтора, как минимум. Ну и заодно используем эту паузу для того, чтобы переосмыслить, что мы делаем, как уже говорил Ариф, и, может быть, предложить что-то новое или свежее. И в частности, мы думаем запустить совместную платформу медийную, где будут в основном представляться наши основные продукты. Что не означает, что мы перестанем сотрудничать с нашими партнерами, такими медийными организациями, как CivilNet и Press Club TV. И вообще все медиа могут рассчитывать на то, что без каких-либо проблем они могут использовать наш контент, если им это будет интересно, а также находить совместные формы сотрудничества. Если по содержанию, то мы видим, что в двустороннем официальном диалоге все чаще говорится о мерах укрепления доверия. Это очень многими воспринимается как вот сейчас журналисты, общественные организации начнут ездить друг к другу, как это было в 90-х годах. Но я думаю, эта тема гораздо сложнее. Она, безусловно, включает в себя и эффективную работу комиссии по поиску без вести пропавших. И если там будут конкретные результаты, мы, естественно, будем следить за работой этих комиссий, это будет служить укреплению мер доверия. Безусловно, если на границе, как в последние месяцы, будет спокойствие, это тоже
главная мера доверия. А если начнется какое-то взаимодействие в сфере коммуникаций, то это вообще будет прорыв в мерах доверия, но это не значит, что и мы свой скромный вклад в это внести не можем. В принципе, то, чем мы занимались, это тоже было формой укрепления мер доверия. И я думаю, мы вступаем сейчас в этом смысле в довольно рискованный период, когда вот такие диалоги, они могут стать модой. А когда они становятся модой, значит, в моде начинают следовать люди, которые принципиально к этому никакого отношения не имеют, но хотят войти в какую-то общую струю и соответствовать происходящему. Мы уже были свидетелями того, как в медийном диалоге между Арменией и Азербайджаном в те же 90-е и нулевые годы участвовали люди, которые на самом деле были участниками кампании манипулятивной пропаганды друг против друга. Вот нам бы хотелось, чтобы какие-то новые этапы подобной работы были ограждены. Насколько это возможно? Полностью, конечно, изолировать всех, кто не соответствует идее, от процесса невозможно, но хотя бы, чтобы доминировали на самом деле люди, которые могут сотрудничать и могут испытывать доверие друг к другу. Еще один момент по содержанию. Нас в последнее время, я думаю, справедливо, может быть, критикуют за то, что наши передачи носят очень мирный характер. Да, хотя Ариф был прав, говоря о том, что мы не избегали никаких острых проблем, но в любом случае наши коллеги по нашей же просьбе старались быть максимально политкорректными. Иногда, может быть, это производило искусственное впечатление. И вот этого, наверное, мы постараемся избежать, потому что если речь идет о доверии, то это означает, что человек по ту сторону, он может не сковывать себя и даже иногда выражать собственные эмоции. Я думаю, вот тот поступательный процесс, который происходит в рамках нашей инициативы, он позволяет нам немножко отпустить как бы вот эти тормозящие моменты в нашей деятельности. Понятно, что это опять же связано с рисками, но я думаю, мы научились с этими рисками справляться. И как, как важный, значит, сигнал об укреплении мер доверия и укреплении нашего сотрудничества, я хотел бы поздравить Арифа и наших коллег в Азербайджане со 150-летием национальной прессы на днях. В Баку это праздновали. Я помню, что Бакинский пресс-клуб был одним из зачинщиков процесса вот, празднования этого дня. И я даже помню, что в 1999 году представительница Ереванского пресс-клуба участвовала в этом празднике. Да? Мы сейчас, нам это все кажется невероятным, но многое из того, что мы сейчас хотим делать, уже было. Да, и продолжая юбилейную тему, отмечу, что на днях также Ереванский пресс-клуб отметил свое 30-летие, а через 2 года, я думаю, Ереванский и Бакинский пресс-клуб будут иметь повод в такой оптимистической обстановке отпраздновать также 30-летний юбилей сотрудничества с 1997 года, с марта, если я не ошибаюсь, оно у нас началось. Так что есть что вспомнить, есть что увидеть впереди. Хорошо. Господин Алиев, если есть что добавить? То, что Борис сказал о манипулятивном подходе к этому процессу, да, когда процесс начинается, уже многие хотят подтолкнуть. Подтягиваются, Иногда без кто кому не лень. Да, иногда без разбора. Кстати, это та сторона, где тот вопрос, где иногда охотно подключается западная организация к этому процессу, не разбираясь вообще, что внутри происходит, как это происходит. И это, кстати, тоже одно из направлений, которые мы, по крайней мере, будем держать под пристальным вниманием и будем стараться не допускать такие процессы.
Включая сюда входят и вопросы о распространении фейков, противодействии ложной информации и так далее. Тоже один из вопросов, над которым мы будем работать. По поводу участия, да, было такое, когда в 1999 году армянский журналист участвовал на праздновании Дня журналистики в Азербайджане. И я тоже поздравляю Бориса с 30-летием Ереванского пресс-клуба. И хочу сказать, что как минимум, по-моему, 28 из этих 30 лет Бакинский пресс-клуб являлся одним из основных партнеров Ереванского пресс-клуба, так что вся эта история у нас в определенной мере общая. Не всегда, конечно, это доставляло приятные минуты, потому что все эти годы параллельно происходили все события, параллельно жил и конфликт. Но мы работали вместе и сегодня продолжаем. И я думаю, что мы доведем, дай бог, мы доведем это до конца. И этот процесс, и будем работать еще долго. Я хочу вспомнить в конце одну из наших первых передач, если вы помните, мы говорили об эпизоде из жизни известного армянского правозащитника. И я вспомнил тогда, который сравнивал себя с пингвином, я тогда вспомнил одну вещь, что, оказывается, эти прекрасно плавающие морские птицы имеют боязнь воды. У них есть боязнь воды. И как только они раскрывает крылья, преодолевает вот эту боязнь в себе, перед ними все море, перед ними огромная жизнь, перед ними, как вы говорите, большие перспективы. Я думаю, что вот если мы, особенно в плане доверия, особенно в плане сотрудничества, если мы пересилим вот свои эти страхи, благодаря таким передачам, благодаря тому, что меняется в подходах на официальном уровне, на уровне общественных организаций и так далее, то процесс пойдет гораздо быстрее, и мы будем видеть ту перспективу, о которой мы сейчас здесь говорим. И мне ничего не остается на этой позитивной ноте закончить нашу передачу. Это была программа «Линии, соприкосновения. Актуальная тема» с участием Бориса Навасардяна и Арифа Алиева. Оставайтесь с нами. До новых встреч.